Ну вот, собственно, мой мопед. Предыстория и история этого мотоцикла довольно проста. Купил я эту Ямаху довольно давно. Купил я ее не из-за вида, а из-за цены и мотора. Мотор тут, кстати, литровый. 145 лошадей. Но на тот момент, когда я его покупал, у меня была уверенность, что я довольно его быстро соберу и поеду кататься. Ну, как оказалось, это не совсем правильно. Улетел я с этим мотоциклом довольно нормально. Завести-то я его завел, но проблем тут оказалось очень много. Во-первых, на тот момент, когда я его забирал, он не заводился вообще. То есть не крутил стартер. Точнее, он крутил, но тут же останавливался. Как оказалось, это были проблемы с проводки, я их довольно быстро решил. И в принципе я бы уже был бы рад, но проблемы. Как видите, тут как такового даже приборки нету. Ну это ладно, в принципе тут какое-то подобие есть, китайское. Я его дополнил жигулевскими приборками. То есть потому как тут не было никакого контроля за температурой. А подогреть мотору это как-то довольно, конечно, опасно. Так вот. После того, как его завел, во время прогрева на нормальной температуре приблизительно 90-100 градусов не происходил выброс посола в поддон. Я очень долго думал, сомневался, что бы это могло быть и как это вылечить. И желательно минимальными вложениями. Да к тому же я не знал, как это лечится. Ну, в общем, сразу. Смысл в том, что это оказалось прокладка головка блока. То есть мотор разбирали, потом собрали, конечно, со старой прокладкой. И на этой прокладке был герметик, который в свое время когда-то, может быть даже и держал, но после нагрева он, скорее всего, расплавился и повредился. Вследствие чего так ничего не уходит, а когда мотор заводишь, все, прогревается мотор, и тосол попадает в масло. Вот, короче, я стал разбирать. Тут заломан болт, там заломан болт. Мучился. Все-таки я это дело победил. Все это дело решено. Поставил. Все, я недалеко ездил. Он замечательно рвется из-под задницы. Но поехал я оформлять его. Из-за того, что не было никаких, в принципе, датчиков вообще, я поставил все от Жигулей. То есть датчик температуры, датчик включения вентилятора, радиатора, все это от Жигулей. Также датчик давления масла, что на Ямахах нет вообще. То есть на Ямахах есть уровень, минимальный уровень масла, но нет датчика давления. Кстати, я могу его показать, где он есть. Вот он. Вот тут он стоял у меня. Вот. Это я заказал у токаря, переходничок он мне сделал. Вот. Смысл в том,
что я поехал, у меня пропало в дороге давление, то есть оно упало до минимума и заморгала лампочка. Я, конечно, испугался, остановился, но так как я находился очень далеко от дома, да и проблема эвакуировать его посреди поля как бы не очень, решил продолжить дальше на холостых оборотах. То есть я ехал где-то приблизительно 2000 оборотов, может быть 3. Вот. Тоже заводится все, замечательно, все, ну трахтит. Тарахтит, как правило, больше 3000. То есть, если на 2000 он не тарахтит. То есть, ровно работает, хорошо заводится, без проблем в кнопке. Но даешь газу, тряхтит. Как оказалось, я вам сейчас покажу. Это такая зараза. Вот, не знаю, видно, нет. Вот, надрало. То есть, не гладенько, и вот здесь вот на дерчике. На дерчике. Суть проблемы такова, что вкладыши провернуло. Вот они вкладыши, вот они и снаружи терлись, и снутри. Ну, снутри это понятное дело. Вот. Вот такая вот проблемка. Смысл в том заключается, что... Сейчас я найду болтик. Болтик. Не знаю даже где болтик. Вот, короче, вот этот болтик. Вот, кстати, смотрите, как он закручен. То есть, возможно, даже не головкой, а чем-то еще. Или, наверное, высокая головка, которая вот сюда не уместилась. Просто-напросто не уместилась. Из-за этого предыдущие собиральщики отвратительно собрали, и этот шатун просто-напросто на больших оборотах открутился. То есть они не затянули его достаточно сильно. Смысл в том, что болты здесь каленые, и они во время поджатия являются как бы тянутся. То есть они как бы затягиваются сами. Ты его подтянул, он чуть подперся, чуть натянулся, как пружина, и удержится в таком состоянии. А те, кто собирал его, этот мотор, не затянули до конца. И в процессе работы, когда я его завел, в принципе, настроил, все нормально, вот, переключилась вот такая беда. Провернул вкладыш. Вследствие чего показало мне давление, падение давления. Потому как в другом мотоцикле Ямахи такого нету. А у меня вот датчик такой появился. Вот появилось давление, думаю это, думаю то. Смысл в том, что куда деваться. Пришлось разбирать полностью. Вот я разобрал и сейчас думаю. Новый коленвал стоил месяца 2 назад 63 тысячи. Каждый вкладыш стоит от 800 рублей до 1200. Это в зависимости от того, какой вкладыш. Или коренной, или шатунный. Вот. И если это все посчитать, каждая штучка 800-1200, плюс коленвал, плюс шатун, как вы видите, шатун тоже задрало. Это полная задница. Сумма набегает приблизительно та, что я за него целиком отдал. То есть, в принципе, проще его в бутиль кинуть. Но я все-таки решил. Попробую я все-таки отдать на росточку и попробовать делать самопальные шатунные, ну, наверное, скорее всего, тоже. Коренные тоже. Потому как, я не знаю, обещали сделать, посмотреть. Если нет, то придется только шатунные. Если да, то коренные тоже. Вот делают мне на заводе вот эту хрень проточат, выровняют ее. Весь коленвал просмотрят, промерят. Уберут вот эти вот задирчики. Вот они, задирчики.
Я немного ехал, ну, буквально, я не знаю, ну, в принципе, больше 10 километров это точно. Но оно драло довольно сильно. То есть уже нет как такового глянца, тут уже матово, тут уже без вариантов. Вот. Будем ремонтировать. Точить коленвал и заказывать под него вкладыши. Вот, собственно, башка у меня, кстати, пятиклапанная, это карбюраторная. В дальнейшем Yamaha отказалась от 5 клапанов и перешла на 4, так как не имеет смысла. Очень сложно. Вот, в принципе, будем ремонтировать далее. Кстати, он был серого цвета почему-то, а по документам черного. Я самостоятельно его здесь покрасил. Вот у меня всякая лабуда, компрессор, там пульверизаторы, все всякая хрень. Вот сварка у меня тут. Ну, короче, бардак полный. Но я надеюсь, что я когда-нибудь на нем выеду, и эта Yamaha меня будет боготворить, что я ее вернул к жизни. Ну ладно, всем спасибо. До новых встреч. Будем ремонтировать.